Привет, я Вадим Щербак, и вы смотрите очередную серию блога проекта VitaVisor. VitaVisor – это очки для коллективного разума. Проект находится на стадии идеи, и я привлекаю средства для реализации прототипа. Делаю это один через такой инструмент привлечения инвестиций, как ICO. Поэтому блог может быть интересен тем, у кого тоже есть идея и кто кое-что слышал о таком инструменте, как ICO. Вверху вы видите мой бюджет. Он отражает мое текущее финансовое состояние. Вверху справа вы видите процесс привлечения инвестиций. На сегодняшний день привлечено в проект $225 из необходимых 10 тысяч. 10 тысяч долларов нужны для того, чтобы наиболее полно представить идею на сайте, чтобы можно было понять, что такое VitaVisor, что такое витавидение, как при помощи всего этого можно достигнуть такого эффекта, как коллективный разум. Планируется разработать интерактивную реалистичную 3D-модель VitaVisor, чтобы ее можно было хорошенечко рассмотреть на сайте, посмотреть с разных сторон. Также нужно отрисовать интерфейс, как он будет выглядеть изнутри. Также я хочу организовать публичный лайв-логинг от первого лица. То есть это стрим того, как я осуществляю проект в прямом эфире, чтобы провести некую аналогию с эффектом витавидения, коллективного разума. Большая часть средств пойдет на привлечение следующего раунда инвестиций. Нужно 100 тысяч долларов на разработку работающего прототипа, чтобы им можно было уже пользоваться и почувствовать эффект коллективного разума. Подобные ролики я делаю каждый день. Это является отчетом перед инвесторами. В роликах я отражаю то, что совершил в течение дня по проекту. Итак, отчет дня по проекту. Сегодня состоялось интервью с Александром, автором YouTube канала ICO Channel. В этом канале раскрывается тематика ICO. Я делился своим опытом по проведению баунти кампании. Интервью выйдет примерно в четверг или в пятницу. Также сегодня я работал над white paper'ом, уделил серьезное внимание расчету экономики проекта, а именно части, касающиеся инвестиций. Теперь инвестиционная экономика выглядит так. Всего будет выпущен миллиард токенов. 10% из них будет обменено на инвестиции в размере примерно 100 миллионов долларов. Остальные 90% уйдет в резерв и будет служить некой подушкой безопасности, потому что рынок новый. Эта подушка безопасности позволит придерживаться видения проекта, несмотря на возможный соблазн других участников проекта повернуть его в сторону уже существующего рынка. Я же хочу, чтобы все-таки видение проекта реализовалось, а именно, чтобы все люди записывали свою жизнь и были открытыми друг для друга. Также будут вестись научные изыскания в сторону снижения влияния промежуточных звеньев между когнитивными ресурсами людей, такими как речевой аппарат и прочая вербалика. Другими словами, хочется, чтобы все мозги людей стали единым целым, и каждый мог пользоваться этим когнитивным ресурсом для решения своих локальных задач. В итоге видение проекта такое, что каждый человек реализует свой потенциал, все свои фантазии, любые самые заоблачные фантазии, которые способен сгенерировать мозг. Еще я пересмотрел цену токена для первых инвесторов по аналогии с венчурными проектами на стадии предпосева, то есть на самых ранних стадиях, на стадиях идеи. Как правило, в венчурной индустрии в такие проекты вкладываются частные инвесторы, их называют бизнес-ангелами. И они, вложив, например, 20-30 тысяч долларов в проект, могут взять до 10% акций компании. Я подумал, почему бы не спроецировать эту модель на ICO. Теперь цена токена на pre-ICO, который происходит сейчас, составляет 1 цент. Цель привлечь 10 тысяч долларов и потратить их на реализацию визуализации идеи и более полного ее представления на сайте и на маркетинг последующего раунда ICO. Следующий раунд ICO будет с целью привлечения 100 тысяч долларов. Цена токена вырастет в 10 раз и будет составлять 10 центов. И третий раунд ICO, уже основное ICO, будет иметь целью привлечения 100 миллионов долларов по цене токена 1 доллар. Я считаю, что очень логично сделать такую низкую цену на токен сейчас, когда идет самая ранняя стадия.
В нем больше рисков, чем, например, у проектов, которые уже имеют какой-то продукт, какие-то продажи. Поэтому те, кто поверят сейчас в идею, могут получить самые большие прибыли в дальнейшем. Например, сейчас будущий Витавизор можно приобрести за 300 рублей, в то время как будущая рыночная цена ожидается примерно 30 тысяч рублей. Также сегодня я оставил несколько комментариев на Bitcoin Talk. На этом все. Я заканчиваю сегодняшнюю серию. Спасибо за внимание. Если вам интересно, чем закончится эта история, подпишитесь на канал на YouTube. Если вам понравился этот ролик, то, о чем я говорил сейчас, поставьте лайк. Если у вас есть друг, с которым хочется этим поделиться, обязательно поделитесь. Пока.